Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Каким же любовником вас увидят женщины? Давайте пошалим. Я знаю, что вы любите такие клубничные расклады про бобиков. Итак, как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, добро пожаловать. Телефон под видео. Итак, смотрим. Что же вы за товарищ такой? Вы довольно неплохо стоите на ногах. В общем-то, все, что вам нужно для жизни, плюс-минус, у вас есть. Я не могу сказать, что у вас какие-то проблемы вот в работе, в финансах. Единственная проблема в вашей жизни – это тотальное одиночество. Вот одиночество, которое вам не дает в покое, опять же, спустя какое-то время, даже я думаю, если у вас проиграется, что вы уже давненько так разошлись, потеряли свою женщину, вы все равно не чувствуете себя в паре с кем-то, да, у вас нет женщины, у вас может проигрываться реально одиночество в толпе, когда вы не видите подходящую вам женщину. Вот у вас все женщины как снежные королевы. Вот для вас женщины это что-то такое холодное, да, это какая-то такая, я даже не знаю, вот как подобрать слова, это человек, женщины имею в виду, да, это люди, которые способны на подлость, которые способны на вранье, измену и так далее. То есть вы женщин воспринимаете очень так с опаской, в штыки. Да, конечно же, вы как мужчина их отмечаете, что и красивые, и фигуристые и так далее. Но опять же, чтобы вступить в новые отношения, вы как-то вот очень так настороженно относитесь, вы не готовы впустить женщину в свою жизнь. Именно как, допустим, вашу будущую жену, как хозяйку вашего дома, вот вы не готовы. Одно дело какие-то легкие отношения, хотя я даже легких отношений вот я в вашей жизни не вижу. Вы не сторонник легких отношений. Вы придерживаетесь скорее таких моментов, как лучше быть одному, чем вместе с кем попало. И это правильно. Вы не будете распыляться на кого угодно. Я вам скажу, что у многих из вас даже проиграется, что интимной жизни давно нет. Либо же она бывает такая редкая, вот такая редкая, что, даже, может быть, вы уже точно и не вспомните, когда она была последний раз. Причем даже я вам скажу, те из вас, кто имеет даже там какую-то старую знакомую, служба спасения, да, как я их называю, служба интимного спасения, то вы, без особой охоты их используете. Вот без особой охоты, просто когда уже пар из ушей идет, да, тогда, может быть, вы вызываете эту свою, так сказать, старую знакомую. Но это вам не в радость. Вот этот интим, это абсолютно вам не в радость. Далее. Я вам скажу, что еще может проигрываться такой момент, что некоторые из вас вот все еще думают и вспоминают о своей бывшей. И в том числе интимные какие-то моменты, да. Даже может проиграться ситуация, когда вы, допустим, были в каких-то в легких отношениях, пытались устроить, да, потому что уже какой-то срок прошел после расставания. Даже если с кем-то был у вас интим, вот с другой женщиной, настолько вам, как-то некомфортно, не по себе это было, да. Опять же, может подсознательно, либо сознательно быть сравнение с бывшей, потому что там вы любили, да, там вы с душой, там вы выкладывались. А здесь вот у кого были такие моменты, да, я говорю, это не у всех было, потому что у многих скорее проиграется, что интима ого-го сколько не было, то вот эти вот одноразовые такие связи, они, я бы не сказала, что они вам на пользу идут, потому что вот морально вы себя чувствуете очень так, неловко, некомфортно,
То есть нет чувств. Вы же понимаете, что такое. Да, служба спасения к вам приехала, она вам спасла, так сказать, да, вы разрядились и все, и на этом все закончилось. А в душе как будто в тебя плюнули, да, грубо говоря. Это совершенно не то. Поэтому вы очень редко это делаете, кто таким занимается, вот эти все девочки, да. И я думаю, кто даже и раньше чаще пользовался такими девочками, то вы все реже и реже, потому что вы сами это понимаете, что это все не то. Далее давайте смотреть, что еще происходит в вашей жизни. Вот как-то, знаете, я не вижу радостных каких-то моментов. Вот последнее время, может быть, да, нету каких-то таких событий, которые могли бы зажечь какую-то радость в вас, да, нет того кайфа, драйва, адреналина нет, да, вот как-то все скучно, ровно, все больше хочется уединиться, все больше чувствуешь себя одиноким, все больше не доверяешь людям, а с другой стороны все равно хочется быть кому-то нужным. Напишите в комментариях, есть такой момент. Хочется любви. Вам очень хочется любви. Опять же, мой любимый диагноз, да, вот я вам поставлю. Острая нехватка любви, да, вот острая нехватка любовных ощущений. Хочется любить и быть любимым. Но в то же время женщины так очень-очень осторожно. Не подходите, да. Не в том плане, что, а то вы меня еще неправильно поймете. Не в том плане, что вот, все, я монах, там, да, не хочу. А в том плане, что вы просто не доверяете. Вот не доверяете и все. Естественно, это отголоски из прошлого. Естественно, это не без каких-то ваших психотравм, да. Это, в принципе, нормально, когда человек теряет любимого человека, да еще если этот любимый человек сделал больно, ну, естественно, здесь без травм не обойдешься. Итак, давайте-ка будем смотреть, каким же любовником видят вас женщины, да, потому что у кого-то было очень много женщин, у кого-то это была там пара-тройка, да, потому что, ну, у всех разное количество женщин в конце концов было, да. Не все же могут иметь сотни и тысячи партнерш. Да, ну 300 лет им не нужно. Итак, что же женщины думают о вас? Вернее, каким они вас считают вот в постели, да? Любовником каким вас считают. Сейчас будем все ваши потайные раскрывать. Итак, ну начнем с того, что вот какой вы, да? Вот касательно интимной сферы. Вы никогда не будете с человеком, который, ну, хотя бы вам не симпатичен. Это касается даже вот тех ваших единичных таких девочек по вызову. Вот они должны быть хотя бы хоть чуть-чуть вам чем-то симпатичны. Хоть внешность, хоть фигура, там, я не знаю, хоть размер груди, хоть что-то. Хоть пупочек красивый, да? Потому что для вас очень важно вот включиться именно на ту симпатию, на тот момент симпатичности в женщине, да, вот этот огонечек, который женщина привносит, и вы на него знаете, вот как лампочка Павлова. Вот вы должны отреагировать на эту лампочку, на эту симпатию какую-то в женщине, иначе никак. Если женщина вам чем-то неприятна, да, может быть, она неаккуратная, пусть она даже раскрасавица, но если она не хорошо выглядит, да, вот неопрятно, если она невкусно пахнет, если у нее там будут, я не знаю, под ногтями килограммы земли, то вы с такой женщиной однозначно не будете даже, ну, извините, в туалет не сядете рядом, потому что просто будет момент брезгливости. У вас есть момент брезгливости именно вот к нечистоплотным женщинам. Далее, вот каким вас видят женщины, да, вот мне просто интересно, вот как вы сами думаете, да, и что сейчас нам карты расскажут. Женщины, которые у вас были, опять же, ну, берем
много разных женщин, да, потому что, ну, я думаю, среди вас нет таких, у кого была одна всю жизнь. Это, наверное, сейчас такая большая редкость. В принципе, когда вы были в отношениях, да, женщины вас считали заботливым, внимательным, да, вот именно в интиме. Вы такой человек, который будет прислушиваться к своей партнерше, который будет обращать внимание, да, вот как она реагирует на какие-то ее реакции, на все эти ахи, охи, вздохи, да. Вы не будете заниматься эгоизмом даже вот в интимных делах. Для вас это очень важно, доставить удовольствие любимой женщине. Женщины, естественно, это видели, чувствовали. Хотя я вам скажу, что опять же, может у некоторых из вас проиграться такой момент, что в вашей жизни была женщина, но это скорее не в отношениях. Это либо же левачок, какое-то там, знаете, такое дело очень мутное, залетное, у кого-то, может быть, под шофе проиграется, что это была женщина, да, с которой состоялся интим, но вам бы не хотелось его вспоминать. Вот знаете, как будто вы потом отрезвели и подумали, боже мой, кто это, что это за крокодил, да, как она здесь оказалась, вот в таком плане. Но опять же, этот крокодил до сих пор вспоминает ваш потрясающий интим. Хотя я вам скажу, что вот когда вы женщину не любите, даже если у кого-то там левачок и проскакивал, ну вы все равно не будете так стараться, как вы это делаете для любимой женщины. Это нормально, да, когда ты с душой, с телом, когда ты настолько вкладываешься в женщину, да. Вот эти все левачки, которые у вас были, они вас тоже помнят. Вот они помнят, хотя вы так в полсилы старались, так скажем. Женщинам нравится вот ваша какая-то вот своего рода заботливость даже в постели. Вот вы такой человек, который, ну, не может проявлять эгоизм вообще вот к женщинам. Знаете, такое ощущение, что вы вообще женщин ставите на пьедестал. И неважно, это своя женщина, не своя женщина, да. Это касается вообще всех. Вот для вас это, ну, это такой большой плюс. Вы считаете, вот женщина это главное, да. Вот для женщины нужно и то сделать, и это. Для женщины нужно и дверь открыть. И неважно, это своя или чужая. Точно так же и здесь. Да, для своей вы будете стараться из кожи вон лезть. Ну, для чужой будете, пусть там в полсилы. Но все равно халтурить вы не будете. Вы такой товарищ, который будет выкладываться на все 100. Причем, вот знаете, что ваши женщины, сейчас я еще уточню такой момент, когда у вас все было хорошо, допустим, да, вот я опять же рассказываю все ваши такие потайные. Когда у вас все хорошо в отношениях, да, вы готовы настолько вот даже в этом деле впахивать, и неважно, вы уставший, там, сонный. Вот если ваша женщина захотела, то вы будете отрабатывать, так сказать, это в полной силе, по всей Камасутре. Вы будете везде, где бы она ни хотела, только чтобы ей угодить. Это женщины ваши тоже видели. Им очень нравилось то, что вы любите разнообразие, то, что вы выкладываетесь, то, что вы стараетесь, да, то, что вы не любитель одной там какой-то миссионерской позы, да, вот это вот любимая поза некоторых женщин, либо же мужчин, да, Ленин в мавзолее, спящая красавица, да, вы это все знаете. Вы очень такой товарищ, который любит разнообразие. Разнообразие до безобразия. Вы такой человек, который будет, знаете, вы скорее на себя наступите, на свои желания. Хотя у вас были моменты, я вам скажу, что вот наоборот, вам хотелось, а женщина, то у нее голова болит, то еще что-то. Вот вас обижали в таком, ну, в некоторых моментах вас обижали. И может даже быть такая ситуация, что вы даже, ну, думали, то ли обижались как-то, вот я для нее все, да, вот я ради нее и уставший, и больной, там, и сонный, и какой угодно, а она для меня, ну, так, хочу, буду, хочу, не буду, да, вот что хочу, то и делаю. То есть
такой вот особой отдачи, взаимности, ну, я не вижу. Ну, поначалу отношений может быть, да. То есть, понимаете, вы можете поправить корону свою, ребята. Вы можете гордиться даже в каком-то смысле. Вы женщинам в этом плане нравитесь. Еще раз повторю, той самой заботой, внимательностью, да, потому что, ну, интим это очень такая сфера, где нужно реально присматриваться, прислушиваться, особенно поначалу, да, каким-то ощущениям друг друга, изучать друг друга. Нравилась ваша отдача, ваше разнообразие, да. То есть, когда Бобик там не успевал перекусить постоянно, да, вот были у вас периоды, когда и давай, 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 да, особенно это в начале отношений очень часто бывает. Ну, Бобик бедный уже там отрабатывал по полной, да. Некогда было ни покушать, ни передохнуть Бобику. Я вам скажу, что вы можете реально гордиться, потому что далеко не каждый мужчина и не каждая женщина будет так стараться и так выкладываться ради своего партнера. Это огромный плюс. И, ну, как мы знаем, что интимная жизнь, она стоит на втором месте в любых отношениях. Вот если здесь не лады, то проблемы, считай, что начинаются. Многие проблем начинаются и тех же леваков, да, именно от неудовлетворенности какой-то, да. Потому что, допустим, вот смотрите, опять же, да, маленькие такие пояснения, я думаю, они вам и в дальнейшем пригодятся, такие уроки сексологии. Довольно часто бывает, ну, особенно это женщины, наверное, практикуют, что вот что-то мужчина делает, да, в интиме. Женщине это не нравится. Все мы прекрасно знаем, что у каждого свои предпочтения, да. Вот ей не нравится, как он, допустим, вот так вот делает, вот эта поза не нравится, да, но она молчит. Она терпит, вот это недовольство копится, потом она начнет отказываться, потом у нее начнет болеть голова, да, просто потому что вот она смолчала. А нужно было сказать, что вот давай вот так вот попробуем, и вот так, да, вот, ну то есть направлять, мягко направлять друг друга. Точно так мужчины поступают, да, я не говорю за всех, но есть такие товарищи. К чему я говорю? Всегда даже в этой сфере проговаривайте. Даже с женщиной своей новой, которая у вас будет, либо же сейчас, вот если у кого есть женщина, вот просто сразу же на берегу договоритесь, что вы будете все обсуждать. Это такая тема, которую не нужно стыдиться, не нужно стесняться, зажиматься, да. Вот сесть и поговорить, да. Вот где бы тебе хотелось? Может быть, бы ей хотелось где-то под столом, я не знаю, там у Шарика в будке где-то. Может быть, еще какие-то там, я не знаю, извращения. Обговорите это все, кому что нравится. Вот это можно обыграть, это можно в шутку перевести, да, вот как ты хотел, как я, вот давай это сделаем, да. Бобиков всех держим в карманах, в карманах, боже, вот это сказала, в карманах. Держим всех на цепи, ребятушки, своих бобиков. А то я знаю, что вы мне иногда пишете, что уже все, бобик рвется с цепи, а то они у меня уже в карманах почему-то оказались. Ну бобики, конечно, разные есть. Есть такие, ну как бы, которые в карман поместятся, есть разные бобики, да, не в обиду говорю ни в кому. Поэтому вот нужно все обсуждать сразу же на берегу, да, и тогда не будет никаких проблем. Хотя, вот я вам скажу, что сказать, что у ваших женщин были какие-то особые такие к вам претензии в этой сфере, ну вот я не могу. Единичные могут быть, поскольку это общий расклад, могут быть у некоторых из вас проиграться, что, ну как же вам это так деликатно сказать? Ну, допустим, вот вам хотелось больше, чем ей. Вот могли быть претензии, особенно это уже, ну, туда спустя какое-то время, не поначалу, да, когда это все приелось, присытилось. Возможно, немножко отклонения от темпераментов могли быть, когда вам хотелось хоть и каждый день, допустим, а ей достаточно там 2-3 раза в неделю. Вот в таком плане у нее могли быть претензии. Обычно вот женщины, я вам скажу, кстати,
женщины там подружкам, коллегам иногда жалуются, говорят: боже, ну он ненасытный, ему все давай, давай, я вот на работу не могу собраться, он ко мне пристает, елки-палки, да, вот в таком плане. То может у некоторых проиграться вот именно такая разность в половой конституции, что у вас она выше, чем у вашей бывшей. Здесь такая ситуация может быть. Поэтому, в общем-то, вы можете гордиться. Все у вас с этим хорошо, с разнообразием, с безобразием, с бобиками, совсем у вас супер. Бобиков из карманов вытаскиваем, ребята, а то они почему-то в карманах у некоторых. Они не должны лежать в карманах, пора уже тренировать, вы знаете. Поэтому можете только гордиться. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!